Всем привет, добро пожаловать в Elden Ring. В эту игру я буду играть впервые, да и в Souls-like никогда не играл. Уверен, что среди аудитории найдутся люди, которые не играли в подобное. Постараюсь максимально понятно объяснить ход прохождения и желаю приятного просмотра. Обязательно рецепт к просмотру. Берешь хлеб и на него кетчуп. Кладешь котлетку, сверху немного кетчупа и закрываешь хлебом. Теперь как дополнение наливаешь чай и можно смотреть. Первое знакомство с игрой. Тут мне предлагают выбрать персонажа, на котором я буду проходить игру. Как я понимаю, можно выбрать мага, мечника, есть персонажи прям для профессионалов. И если его взять, то ты будешь голый совершенно. Если выбрать мага, это будет легко. Голову выбрать будет тяжело. Мне посоветовали взять золотую середину для казуалов-самурая. Далее я стал его кастомить, придумывать прическу, выражение лица, цвет волос и всего остального. Не стал долго с этим заморачиваться и отправился покорять мир Elden Ring. Так сказать, отправился за кольцом. Великое кольцо Элден разбилось. Там за туманом у нас дома. В Междуземье. О, прикольно. Мерика бессмертная, наша королева, бесследно пропала. Ебать ее в рот, блин. И Годвин Золотой первым пал в ночь черных ножей. Вскоре отпрыски магики, полубоги, завладели осколками кольца Элден. Одурманенные, обретенные силы, они развеяли войну, вошедшую в историю как раскол. Войну, в которой не было победителя. И тогда великая воля отреклась от них. Восстань же, погасшие, усопшие, в которых тлеет жизнь. Все мы слышим зов давно утраченной благодати. Хуара Лукс, повелитель пустоши, золотая маска, величайший из героев. Фия, спутница мертвых, омерзительный поедатель отбросов. И сэр Гедеонов мир всеведущий. Или всеведущий. Я еще не понял. И никто, вновь озаренный благодати, некто, вновь озарен благодатью, погасшая душа, без роду и племени, отправляйся за море тумана в Междуземье, дабы перестать, или что там сделать перед кольцом Элдена, и обрети власть над Элденом. Мне показалось, что я появился в неком храме. С него начинают многие игроки, которые отправляются за кольцом. Стал разбираться, что тут можно сломать, что посмотреть и что найти. Было совсем непонятно, стоит ли тут что-то искать или проще просто бежать. Заметил подсказки, которые меня к чему-то вели. Так как я впервые в игре, для меня это темный лес. О, иссохший палец погашо. Окей. Пройди по неясному пути, полному руин, и займи место повелителя Элдена. Я так понимаю, здесь больше ничего не это самое, правильно? Ты кто? Ты что, тупее меня, что ли? Кого ты бьешь здесь? Немного побегав, понял, что нужно просто идти дальше. Прочитав еще одну подсказку, принял решение больше их не читать. Пошел. Часовня ожидания. Прочесть послание. Впереди требуется прыгнуть. Куда? Не волнуйтесь, начал я снова с часовни и просто пошел, куда глаза глядят. Были очередные подсказки, не более. Меня впечатляли красивые виды игры. И было просто приятно находиться на локации. Было очень красиво. Красота привела меня к боссу. Так понимаю, он у всех, потому что тут коридор. Но я этого знать не мог, и что получилось, то получилось. Блять! А на что драться-то нахер? А чё у меня луч? Ой, меч. Блять, лук. Да иди ты в очелу, блядь. А как меч-то достать? Да подожди ты, я еще не понял. Да я нажимаю Q, у меня меч не достает. А кувырок на что делать? Блядь, присел. Да иди ты, блядь. В самом начале я успел умереть 2 раза. Думаю, если начинать заново, я был бы Нульцевым. Но мы не казуалы и продолжим как мужчины. Появился я рядом с конем и девушкой, которая давала указания. Это все происходило в пещере, которой продолжилось обучение. Так я получил семечко, которое можно использовать для колбы с ХП. Также нашел костер. Он служит как точка сохранения. Попробовал свою катану на вкус, и мне она понравилась. Рубит местные шоколадки как за здрасте. Ну и в итоге побегал по этой пещере, пока не встретил достойного противника. Давай!
Давай, черт! Боишься? Ой, блядь. Подожди. А как бить-то? Хера себе. А на что флягу пить? А, ну у него сейчас. Так все просто было, что ли? После него я даже не думал, что будет первый босс. Не сказать, что я испугался, но рад, что доспехи коричневых цветов. Мне предстояло пройти через слизь к огромному мужику в пещере, которая в пещере, и там началась заруба. Пройти через туман. Погнали. Какой солдат Гудрика этот был? Блять, ну что? Зафиксировать, я понял. А чё он такой легкий? Нормальный чел какой-то, вообще не почувствовал. Ну а после этого чела стоило пройти немного дальше до лифта. Когда поднимался наверх, уже понимал, что игра меня выплевывает в открытый мир. И будет только сложнее. Но я не боюсь трудностей. Они закаляют, и тем более я пришел сюда за кольцом. Встречай меня, Elden Ring. В открытом мире очень много опасностей. Они поджидают на каждом шагу, и лучше не пропускать костры, которые делают контрольную точку. Хорошо, что около входа в мир он был, и я сохранился тут. Если бы я это не сделал, оказался бы в пещере. Поговорил с неким дедушкой, побил птичек, ну и начал разбираться, что тут есть. Везде мне игра рассказывала о растениях и прочем. Даже применил золотую семечку для новой фляги, для восстановления ХП. Очень удивляли и забавляли местные животные. Вот этого? Нихера себе! Нашел еще один костер у церкви. Там сидел еще один дедушка, у которого, как я понял, можно прокачивать оружие. Да и персонажа тоже. А на кострах можно улучшать навык. Да и телепортироваться по этим кострам. Пока я путешествовал в открытом мире, нашел некие двери, которые ведут в катакомбы. Хорошо, что там был костер, потому что мне станет тут немного трудновато. Изначально я зашел в комнату с горгульями, которые мигом на меня накинулись и отправили отдыхать. Пришлось возвращаться вновь и давать им тумаков. После как с ними разобрался, нашел дверь, за которой было что-то очень интересное, но она заперта. Чтобы открыть, нужен рычаг. Я понимал, что путь будет не очень легкий, но добраться до рычага стоит. Ибо очень интересно, что меня ждет за этой дверью. Опять сражение с горгульями. Но у меня терпение хоть отбавляя, я возвращался вновь и вновь. Я же самурай, у меня только путь, все остальное пустяки. Огненные колонны в катакомбах тоже не вызывали трудностей. Кстати, если по ним ударить, они уходят под землю, и можно беспрепятственно пройти дальше. Немного побродив, удалось найти рычаг, который был практически в начале, но чтобы до него добраться, пришлось идти в обход локации и прибегать на балкон. Теперь интерес проснулся еще больше к огромным дверям. Вдруг меня там ждет что-то таинственное для получения и достижения моих целей. Как вы уже поняли, за дверью босс, и он сложнее тех, которые были. Тут истории не будет, я просто оставлю первую попытку и попытку с победой. Выходи, подлый трус! А кто из них босс-то? Его кошка? Нихера себе. Ё-моё. Нихера. Да отстой. У меня стамина, я понял. Не жгись. Да не жгись ты, блядь. Понял. Она еще и хвостиком бьет. Да как ты меня? Отвали нахрен. Понял. Нихера себе. Ну все, габелла. Жестко. Да я не жадничал, я просто не понял, что. Блять, вот здесь непонятно, вроде в тайминг жмешь, а вроде что-то и не получается.
А вроде не в тайминг идет как-то. Да. Боится. Видно по нему. А чё он не бьет иногда вот этим ударом? А эти удары мы уже просекли твои. Разочек. Оп. Он еще и жопой умеет бить. Это опасно, что-то я не видел такого. Отойдем. Пляжечку. Оп. Это победная должна быть. Отойди. Отойди. Че. Что-то будет? Блядь, сейчас что-то будет? Боюсь. Туда его нахуй. Да изичный какой-то. Вообще изи. Путь самурая продолжается. Мной повержен самый настоящий босс, и проснулся интерес, кого можно встретить еще в игре. Ничего интересного в катакомбах не нашел, и стал исследовать мир. Все так же мне попадались животные и местные вояки. Так я уперся в лагерь, на котором у меня была важная миссия. Там дорога, которая ведет к замку, а в самом начале костер, который я уже рассказывал, очень важно посетить. А на костре со мной разговаривала девушка, которая просила руки. Не такой руки для женитьбы, а для дружбы и помощи. На костре я стал улучшать навыки персонажа, разбираться с инвентарем и статуей. И немного потратив времени на изучение, сразился с рыцарями в лагере. Это было необходимо, так как мне нужно найти в этом лагере карту и сундук. После выполнения своих целей еще немного посидел у костра. Мне дали кольцо, которое вызывает личного коня. Там добираться куда-либо станет намного проще. Я уже говорил, что нахожусь на дороге, которая ведет к замку. Этот замок по всему пути охраняют не только рыцари, но и страшные огромные чудовища. У меня был выбор пойти в обход, но я решил испытать себя и сразиться с пугалом. По яконарам ему. Ого. Блять. Не, что он сложный какой-то. После поражения я прыгнул на коня и плюнул на все. Просто побежал напрямую, и это был хороший выбор. Мне удалось добежать до костра, где я получил новую точку сохранения. Каждую минуту верхом на коне любуешься красотами Элдена. Так я уперся в бабулю, которая попросила потрогать мои пальцы. Я не понял, зачем ей это, но лучше иметь больше друзей, чем врагов. И неважно, какие у них предпочтения. После разговора стал близок к чему-то безумному. Ходили слухи о неком Маргите. Если я справился с котиком, то с Маргитом точно справлюсь. И не отступлю. Для вас я оставлю первую попытку и победную. Я понял, что это. Это же сейчас этот будет. Как его? Огромный такой. Да. Мерзкая погасшая душа, что ищет кольцо Элден. Подгоняемая пламенем тщеславия. Кто-то должен потушить твое пламя. Это будет Маргит ужасный. Ну давай. Маргит ужасный. Сейчас я твои тайминги выучу. Ого! Ого! Хера! Он еще и плюется? Да ты с ума сошел.
Давай. Давай палкой своей. Ковырялкой. Ну, нормально так машет. Охренеть. Ну, у меня сейчас банки закончатся, я его, считай, не дамажу. Почему у меня не бьет катанщик? Жесткий чел. Да, слабоват он, конечно. Скоро его. Давай, Маргит. Вот, нормалек. Увернулись. Хера себе. Оп! Еще одну баночку на всех, пожалуйста. А то у него удары частые. О, норм. А как его вот сзади ударить сильно? То, что он там в очело прям вонзает. Ой, бля. Вот это мне повезло, да? Ой-ой-ой. Ой, чародей хорош. Охренеть. Отойти! Отойти! То есть его лучше бить в передницу, да? Да и главное не лохануться сейчас. Туда его на. Победа. Сумка с талисман. Я запомню тебя, погасшая душа. После победы вновь появилась девушка и отправила меня в сейф-зону крепость круглого стола. Так как я в игре впервые, совершенно не понял, что тут надо делать. Побегав туда и обратно, выдвинулся на поиски приключений. Но перед этим заглянул в комнату, где сидела девушка. Она предложила обняться, и я, конечно же, согласился. Это дало мне некий баф, в котором я все так же не разобрался. Пока для меня очень сложно, но обещаю, что разберусь во всем, что предлагает игра. Вновь путь к замку, но на этот раз через другую сторону. На входе я встретил неизвестного мужика, который предложил пойти через какие-то дебри, а не через главный вход. Я согласился, мужик был очень этому рад. Достиг крепости, в которой были стражники. Я там даже парочку раз упал. Начинаю заново и заново. Спустя время добрался до двери, в которой был огромный рыцарь. И, конечно, я ему проиграл. Но эту локацию надо было пройти, потому что внутри комнаты был ключ. Этот ключ от двери, и проход дальше только через эту дверь. Открыл дверь. Нужно подниматься выше и сражаться еще больше. В некоторых местах, конечно, проходил по стелсу. Но стелс у меня проходил не особо хорошо. Там я даже встретил самого первого босса на обучение, который поставил штамп на первую смерть. С ним, конечно, драться не буду и побегу весь промежуток с непонятными монстрами. После неспешной пробежки я добрался до нового костра и увидел новый туман, за которым прячется босс. Годрик Старукий. Этот чел оказался сильнее прошлых в несколько раз, и, к сожалению, я даже не стал пробовать его убивать. Я чувствовал, что пока он мне не по силам, нужно прокачивать еще больше персонажа, чтобы дать отпор. Так я вышел вновь в открытый мир и забирал все, что вижу, чтобы поднять навыки. Наткнулся на очередные подземелья.
Еле там выжил после всех битв. После чего увидел сундук и думал, там будет что-то крутое. Это оказалась ловушка, и игра меня закинула в новый для меня биом. Тут все очень жутко, но и тем самым красивое и завораживающее. Для того, чтобы вернуться обратно, нужно было посидеть у костра и через карту телепортироваться на любую точку, которую находили ранее. У меня получилось, и на этот день мне хватило Elden Ring. Для дальнейших путешествий нужно набраться сил. Ну и конечно, когда я начну новый путь, я постараюсь прокачать персонажа сильнее, чтобы пройти нового босса. На этом ролик подошел к концу. Рассказал самые важные моменты, если ты еще не был на стриме, он обязательно будет на моем канале Twitch, а также на YouTube. Ну или все увидишь во второй части ролика. Главное, ставь лайк, если было интересно, и пиши, что думаешь о моем прохождении. Увидимся на следующей серии. На связи, как всегда, Мурма. Пока-пока.